Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу довольно необычную масштабную копию редкого и интересного советского автомобиля. Это многоцелевой армейский автобус АС-38 в масштабе 1 к 43 в коробочке Start Scale Models. И это довольно старая модель, она уже снята с производства, хотя ее все еще можно встретить в открытой продаже. И сейчас эти модели продаются за 4500 рублей. Первоначальная рекомендованная розничная цена составляла 3650 рублей, но долгое время эти автобусы продавали с хорошей скидкой в одном крупном онлайн-интернет-магазине. И свой автобус я приобрел со скидкой за 1999 рублей. Это вполне хорошая цена за такое изделие. И впервые эти автобусы ССМ показал в декабре 2014 года. Тогда было представлено два варианта окраски подобных машин. Первый автобус был в классическом темно-зеленом цвете, вторая машина была двухцветная. У нее отличался базовый цвет зеленого, и также вторая половина была более светлого оттенка. И этот автобус я приобрел в свою коллекцию просто для галочки, чтобы закрыть позицию автомобилей на шасси ГАЗ-66. Мне не очень нравится костромское семейство 66-х газонов, об этом я уже неоднократно говорил. Есть проблемы с попаданием в масштаб, также для этого ценового сегмента есть критические замечания, как, например, пластиковая рама, и, на мой взгляд, за эту цену модели могли сделать намного лучше. Но, опять же, нету альтернатив. Такой автобус промышленным способом в 43-м масштабе больше никто не выпускает. Хотя встречались модели от мастеров-одиночек, также от мелких мастерских. И впоследствии такой автобус также выпускался в наборе VD Models, и его продавали за 2500 рублей. И вы самостоятельно могли собрать модель по вашему вкусу. Здесь коробка стандартного размера, она ничем не отличается от других упаковок этого бренда, точно такая же картонная светло-серая коробка с логотипом SSM, и это довольно тяжелый автобус, у него массивный металлический корпус. И есть некоторые проблемы с качеством покраски и сборки, хотя в целом это довольно аккуратно собранная модель, и она по качеству значительно лучше, чем последние изделия от костромских брендов. Как раз вы можете посмотреть, как окрашен корпус этого автобуса, и довольно странный выбор цвета, оттенок очень яркий, и этот цвет не характерен для советской техники. И также, по моим наблюдениям, у Костромы бывают очень удачные модели, которые хорошо попадают в образ прототипа, также прекрасно окрашены, а бывает некая отсебятина. Не пойми, какие цвета и вообще кто подбирает окраску для многих автобусов, ведь сейчас при нынешних технологиях можно взять и за образец настоящий окрас автобуса или посмотреть хотя бы на крайний случай фотографии в интернете. Но, видимо, у китайских колористов не настроена яркость и контрастность цветов на мониторах. И этот автобус в целом более-менее хорошо передает образ настоящего прототипа, хотя мне не очень понравилось, как здесь сделаны оконные проемы. Очень толстые перемычки между окошками, и на настоящем автобусе они должны быть значительно тоньше. И создается такое впечатление, как будто это какой-то броневик, а не обычный пассажирский автобус. Но, повторюсь, из-за неимения альтернатив это единственная модель, которую можно сейчас встретить на рынке. Здесь также окрашен салон, хотя сиденья выполнены очень просто. И в этом плане элементы салона выигрывают у модели АПП-66, которую я покажу чуть позже. Также из-за того, что здесь маленькие боковые окошки, сложно рассмотреть, что находится внутри, и рабочее место водителя проглядывается только сквозь лобовое стекло. Руль здесь установлен не очень аккуратно, смотрит куда-то в левую сторону, и, видимо, это какой-то фетиш на модели КамАЗ-5460, которую я вам показывал
показывал совсем недавно в коробочке от Автоистории, тоже рулевое колесо установлено не на своем месте. Здесь на панели приборов также виднеются различные датчики, это небольшая декаль, и у этой машины довольно необычный и интересный дизайн. Выступает передняя часть из-за того, что здесь находится запасное колесо. Покрышки здесь точно такие же, как на других костромских моделях ГАЗ-66. Колесные диски окрашены черной глянцевой краской. Сзади присутствует сцепное устройство и установили два небольших круглых фонарика. Это пластиковые прозрачные детали, окрашенные красным лаком. И сцепное устройство здесь установлено не очень аккуратно, оно смотрит куда-то вверх, и при такой конфигурации невозможно открыть заднюю дверцу, она просто задевает за верхнюю часть крюка. Тоже небольшая недоработка, которая в неком роде режет взгляд, если вы будете смотреть на заднюю часть. На верхней части кабины установили габаритные огни, спереди прозрачные, сзади окрашенные красным лаком. Также присутствуют небольшие поворотники. В целом более-менее нормально передан образ передка этого автобуса. Есть логотип с буковкой А, но вид портят довольно простецкие фары с черными точками. И сейчас на новых моделях от Костромы светотехника сделана намного лучше. Но здесь окрасили поворотники и также выделили габаритные огни. И решетку можно было сделать более изящно, например, из фототравления, а не просто обозначать черной и серебристой краской. Но издалека такое решение смотрится тоже вполне нормально. Но, повторюсь, с некоторыми оговорками, не в этом ценовом сегменте, как продавали эту модель первоначально. Также здесь установлены небольшие зеркала заднего вида. Они, по идее, должны быть точно такие же, как на грузовиках ГАЗ-66 от Starscale Models. Но если поставить рядом две модели, то складывается такое ощущение, как будто это абсолютно разные детали. И давайте для сравнения вам покажу последующее развитие этого армейского автобуса. Это АПП-66. И эта модель выглядит более брутально из-за того, что у нее угловатый корпус. И этот автобус я покупал раньше, уже не вспомню за какую цену, но сейчас посмотрел в одном крупном российском онлайн-интернет-магазине такой автобус, только в другой схеме окраски, голубой с желтым, продается с хорошей скидкой. Его можно взять за 1999 рублей. И за эту цену это вполне хорошее изделие, если вы хотите в коллекцию подобный советский автомобиль. И здесь лучше проработка, также более реалистичный темно-зеленый цвет. И сквозь большие окошки вы можете посмотреть, что сиденья здесь более детализированные, присутствуют и рукоятки. И единственный момент, который мне не нравится на этой масштабной копии, это столбик задней части, и это крепежный элемент, как на ранних моделях от Classic Bus, и он держит часть днища автобуса, и, конечно, здесь как-то можно было реализовать этот момент иначе, например, сделать крепежные точки снизу, с двух сторон, и их бы закрывали задние сиденья. Ну, видимо, на тот момент это решение было вполне нормальным. Здесь отдельные дверные ручки. У этой машины колесные диски из пластика, окрашенного в массе. И, конечно, их тоже можно было окрасить, как на модели АС-38, но при желании такую нехитрую доработку можно сделать и самостоятельно. Панель приборов здесь просто из черного пластика, она не окрашена, и также отсутствуют декали, имитирующие различные приборы. И здесь зеркала заднего вида тоже немножко другой формы. И странно, почему нельзя было использовать такие же детали, как на предыдущем автобусе. И надпись АПП-66 сделана из фототравления, и у этой модели лучше светотехника, чем у предыдущего автобуса. И давайте я откручу модель от подставки, покажу, как у нее сделана нижняя часть. И у этого автобуса вполне хорошая проработка днища.
Все основные узлы на месте. Также окрашена выхлопная труба, часть двигателя, коробка передач. Но мне очень не нравится то, что здесь пластиковая рама. И она немножко гуляет. Если ставить модель на полку и у нее будет искривлена рама, то одно из колес будет попросту висеть в воздухе. Ну, вот так выглядит нижняя часть у этого автомобиля. Два топливных бака, раздаточная коробка, хорошо сделан задний мост, передняя балка, карданные валы. И у этих автобусов есть одна большая проблема, это то, что юбка здесь почему-то раздута. И как раз вы можете видеть, присутствует большая щель между боковинами автобуса и плашкой днища. И это наблюдается на абсолютно всех масштабных копиях, и некоторые люди пытались подправить этот момент, я пока что не дошел до этого. Возможно, потом аккуратно зажму модель в тиски и аккуратно немножко приплюсну нижнюю часть, чтобы не так выпирала юбка. И нужно посмотреть, на моделях из набора AVD Models тоже такая же проблема, или это только на собранных автобусах. И также для сравнения могу вам открутить второй автобус АПП-66 от подставки. И можно сравнить, как у него сделана проработка днища. Здесь, по идее, должна быть идентичная рама и идентичные навесные детали. Но снизу эти модели я не сравнивал. АПП-66 у меня так и лежит в закрытой коробке. Я как-то давно на него делал детальный видеообзор и больше эту модель не доставал. Ну, вот так выглядит нижняя часть. И, конечно, здесь просто черный неокрашенный пластик, и окрашенные детали в этом плане смотрятся более выигрышно. И есть некоторые отличия. Например, у более современного автобуса только один топливный бак, а выхлопная труба здесь, по-моему, такая же. Плашка двигателя немножко отличается, и также отличаются крепежные элементы рамы корпуса автобуса. И также могу вам показать классический ГАЗ-66 от Model Pro. Эту модель я тоже уже показывал на основном канале, и вы можете посмотреть, как здесь сделана реализация нижней части. Вот такие модели, которые есть в моей коллекции. Пишите ваши комментарии. Если похожий автобус у вас, возможно, вы тоже приобрели его по акции со скидкой. И пишите, в каком цвете ваша масштабная копия. И, по-моему, АПП-66 выходил в рамках журнальной серии «Наши автобусы» от Мадимео. Возможно, появится и более ранний вариант. Конечно, эта модель будет, наверное, и из пластика, возможно, и из металла, и, возможно, она будет в точно такой же схеме окраски. Если вам понравился данный видеоролик, то не забывайте поддержать его лайком, вступайте в мои группы в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбуке, жмите на колокольчик и заглядывайте на мой второй канал, там тоже выкладываются интересные видеоролики. А на сегодня это все, до новых встреч, пока!